Победим Иран и объявим Ормузский пролив территории Соединенных Штатов Америки. Это заявил Дональд Трамп, выступая в пятницу в учебном центре полиции в штате Нью-Йорк. Персидский залив на грани экологической катастрофы. Площадь нефтяного пятна сопоставима с 280 тысячами футбольных полей. Бавария усиливает защиту аэропортов и объектов критической инфраструктуры от беспилотников. В Польше предотвратили заказное убийство гражданина с двойным гражданством США и Украины. Речь идет об украинском рэпере Kyivstar. Заказчики ФСБ. Конституционный суд Франции заблокировал закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Макрон уже пообещал доработать документ и принять его до весны следующего года. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп приехал в учебный центр полиции округа Нассау в штате Нью-Йорк. Там он выступил перед сотрудниками правоохранительных органов, рассказал о снижении преступности и поддержал республиканца Брюса Блейкмана, который баллотируется в губернаторы штата. Не обошел Трамп и тему Ирана. Он заявил о серьезном поражении Тегерана и пообещал после завершения войны объявить Ормузский пролив территорий Соединенных Штатов. А после того, как мы завершим разгром Ирана, который уже терпит очень серьезное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. По сути, тогда и начнется блокада. Ни одно судно не пройдет, если только мы сами этого не захотим. А что насчет Венесуэлы? Война с Венесуэлой продлилась один день, а теперь мы прекрасно с ней работаем. Мы получили миллионы и миллионы баррелей нефти. У нас все действительно хорошо, по всем направлениям. Знаете, я создал мощную армию, и теперь мне приходится применять ее немного чаще, чем хотелось бы, если честно. Но ничего страшного, потому что мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие. Не можем. Поэтому большинство показателей снизились. И знаете, прежде чем начать это, мне пришлось отправиться в своего рода поход. Я сказал своим людям, Говарду, Скотту, Марко, все они замечательные, у нас отличная команда. Я сказал, парни, у нас только что был лучший месяц, который когда-либо был у любого президента. Как раз вышли новые показатели. Я только что вернулся. Я был в Айове, помогал некоторым людям, а потом сидел в офисе. Мы смотрим на цены на заправках. Галлон стоит $1.95, а на другой $1.85. Я сказал, $1.85 за галлон. На следующий день я встретился с ними и сказал, парни, у меня для вас плохие новости. Нам придется немного отправиться на Ближний Восток, потому что мы должны предотвратить потенциальную катастрофу, потушить очень большой пожар, такой, какого вы еще не видели. Мы не могли позволить Ирану продолжать. Если бы мы не нанесли удар бомбардировщиками Б-2, у них уже было бы ядерное оружие. Если бы мы не ударили, оно бы у них появилось, и это был бы очень печальный день для нашей страны и всего мира. Поэтому я сказал, нам придется потушить пожар на Ближнем Востоке. И мы это сделали. У них никогда не будет ядерного оружия. Мы полностью подготовились. Поэтому я скажу лишь следующее. Если вам приходится платить за бензин совсем немного больше, просто помните, вы делаете это ради того, чтобы очень злая страна не получила ядерное оружие. Эта страна действительно является главным государством, спонсором терроризма в мире. Мы не хотим, чтобы у нее появилось ядерное оружие. Помните об этом, когда вам приходится платить немного больше. Цена дошла до $4. Ничего страшного. Я никогда не стану извиняться. Я поступил правильно. Но если бы всего этого не было, я имею в виду, во многих штатах я снизил цену до уровня ниже $2. Калифорнию, конечно, считать нельзя, потому что там постоянно повышают налоги, да снова и снова. Вы снижаете цену на нефть, а они в итоге повышают налоги даже сильнее, чем снизилась цена. Но вы должны помнить, то, что мы делаем, это огромная услуга всему миру. Не только нам самим, но и всему миру. И мы действительно отлично справляемся. Наша армия невероятна. Блокаду невозможно прорвать. Это стальная блокада, стальная стена. Наша армия лучшая в мире. Я создал ее во время своего первого срока, включая космические силы, которые оказались очень важны. И теперь мы используем эту мощь.
Мы победили в Венесуэле, которая теперь сотрудничает с нами так, как никто прежде не видел. Каждую неделю мы получаем миллионы и миллионы баррелей нефти. И мы также одерживаем крупную победу над Исламской Республикой Иран. Никто даже не представляет, насколько успешно мы действуем. Они не хотят об этом писать, хотя знают. Знаете, кто понимает, насколько хорошо у нас идут дела? Иран. Только подумайте, у них больше нет военно-морского флота. Он полностью уничтожен. 159 кораблей. Все 159 кораблей сейчас находятся на дне моря. У них был 212 очень хороших самолетов. Некоторые из них Соединенные Штаты блестяще передали им при Обаме. Барак Хусейн. Обама? Слышали о таком? Барак Хусейн Обама. И каждый их самолет был сбит. Их больше нет. У них нет руководства, оно уничтожено. Первый эшелон руководства исчез, второй исчез, третий тоже исчез. И это одна из моих проблем. Там не с кем вести переговоры. Это действительно проблема. Я спросил, вы уверены, что с этим человеком все в порядке? Это единственная страна в мире, где никто не хочет становиться президентом. Их радиолокационные системы уничтожены. Все высокотехнологичное разведывательное оборудование уничтожено. Их производство ракет уничтожено на 82%. У них еще остаются ракеты, но немного. У них еще есть беспилотники, но лишь малая часть от прежнего количества. Их производство в основном уничтожено. А недавно я прочитал статью в одной из этих лживых газет. Иран находится в очень хорошем положении. У них инфляция 350%. Их валюта ничего не стоит. Сегодня я прочитал, что она фактически обесценилась. А The New York Times пишет, что Иран довольно успешно ведет войну. Но эти ребята распространяют фейковые новости. Это просто фейковые новости. С этим ничего нельзя сделать. Они больны. Они так же больны, как и их партнеры, демократы. Всего за 18 месяцев мы полностью изменили положение страны. Наша граница защищена, число рабочих мест растет, инфляция значительно снизилась, инвестиции поступают, заводы открываются, наша армия сильнее, чем когда-либо. Америка вернулась, а наши величайшие победы еще впереди. Наши величайшие победы еще впереди. Поразительно, просто поразительно, чего мы добились. Я бы не поверил, что мы сможем сделать все это за 1,5 года, но мы сделали. Я постоянно рассказываю эту историю. Король Саудовской Аравии был здесь 2 года назад. Тогда я находился у власти совсем недолго, около 6 месяцев. Это было год назад, и он был рядом со мной. Хороший человек, умный человек. Кстати, все эти страны находились под огромным давлением, потому что Иран считался главным агрессором на Ближнем Востоке. И он сказал мне, «Знаете, господин президент, еще год назад мы говорили, что ваша страна мертва, а теперь у вас самая успешная страна в мире». Именно от него я взял это выражение. Многие другие лидеры говорят то же самое. Практически каждый лидер это говорит. Просто многие не хотят говорить об этом публично. 2 нефтяных пятна обнаружили в иранских водах Персидского залива. Одно появилось у острова Кешем в Ормузском проливе, второе — возле острова Сири, примерно в 100 километрах к юго-западу. Их видно на спутниковых снимках от 10 и 13 августа. На побережье Кешма уже вынесла темную нефтяную жидкость. Иранские власти заявили, что предварительные данные указывают на иностранный сухогруз как на источник загрязнения. Насколько я понимаю, некоторые источники, кажется, среди них был сервис Tanker Trackers, определили, что разлив произошел с балкера. Это не нефтяной танкер, а сухогруз. И этот случай напоминает нам, что любое крупное морское грузовое судно или танкер перевозит на борту 1 миллион галлонов тяжелого топлива, или даже больше. Поэтому, даже если речь идет не о нефтяном танкере, повреждение большого грузового судна и утечка топлива из его баков могут привести к крупному разливу нефти. Думаю, именно это мы, возможно, и наблюдаем в данном случае. Вероятным источником пятна возле Кишма называют сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии. 3 августа судно получило повреждение от неизвестного снаряда возле Омана. Источники в сфере морской безопасности подозревают атаку Ирана. 1 моряк пропал без вести. Источник 2-го пятна возле острова Сири пока неизвестен. Эксперты не исключают повреждения подводного трубопровода. Однако на спутниковых снимках явных признаков этого нет. Еще один крупный разлив зафиксирован у берегов Омана. Там севший на мель танкер «Каролайн Бизенги» с российской нефтью загрязняет охраняемую морскую зону. По некоторым оценкам, площадь пятна достигла 2000 квадратных километров. Этот инцидент с войной в регионе не связывают. Эксперты предупреждают, боевые действия осложняют оценку ущерба и очистку воды.
Дональд Трамп пока не спешит поддерживать Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах в Израиле, хотя раньше неоднократно публично выступал на его стороне. Об этом пишет Axios. Во время встречи в Белом доме 2 недели назад Трамп спросил Нетаньяху, как обстоят дела с рейтингами. Один из советников израильского премьера ответил, что тот побеждает. Однако результаты опросов говорят об обратном. Нынешняя коалиция Нетаньяху может получить от 49 до 53 мест в парламенте. Для формирования правительства необходимо как минимум 61 место. Оппозиционным партиям прогнозируют от 67 до 70 мандатов. А бывший начальник Генштаба Израиля Гади Айзенкот в большинстве опросов опережает Нетаньяху по уровню поддержки. В последние недели журналисты 4 раза спрашивали Трампа, поддержит ли он израильского премьера. Прямого ответа президент США так и не дал. По данным Axios, отношения между Трампом и Нетаньяху осложнились из-за разногласий по Ирану, Газе и Ливану. Последним спорным вопросом стал американский план разоружения Хамас. Сначала Нетаньяху публично его отверг, но позднее согласился дать инициативе шанс. Выборы в Израиле назначены на 27 октября. Их результат может повлиять не только на политическое будущее Нетаньяху, но и на планы Вашингтона в регионе. От урегулирования в Газе до возможных соглашений Израиля с Сирией и Саудовской Аравией. Бавария намерена усилить защиту аэропортов и других важных объектов от беспилотников. Глава земельного МВД Йоахим Херман ознакомился с системами обнаружения и подавления дронов в аэропорту Нюрнберга. По его словам, полиции нужны новые технические средства, дополнительные специалисты и более тесное взаимодействие с федеральными структурами. Мы живем во времена нарастающих конфликтов, гибридных угроз и новых попыток политического влияния. Особенно серьезные вызовы создает все более враждебное использование беспилотников. Оно угрожает безопасности Германии и всей Европы. Недавние случаи, в том числе в аэропорту Лейпцига, ясно показывают, это не просто отдельные инциденты. Это прямые атаки на критически важную инфраструктуру, воздушное сообщение и военные объекты. Они наносят значительный экономический ущерб и вызывают тревогу у населения. Мы отвечаем на это решительно, быстро и эффективно. Баварская полиция уже несколько лет развивает системы обнаружения беспилотников и противодействия им. Но последние события показали, что нам необходимо и дальше укреплять технические возможности и наращивать кадровые ресурсы. Одновременно нужно теснее сотрудничать с другими федеральными землями и центральными властями. Херман назвал враждебное использование дронов угрозой для авиации, военных объектов и критической инфраструктуры. При этом он заявил, что между земельными службами, федеральной полицией и Бундесвером уже есть четкое распределение обязанностей. Если федеральные власти готовы полностью взять на себя защиту от беспилотников, я возражать не стану. Однако у меня нет ощущения, что федеральный центр способен обеспечить это финансово. Беспилотники создают особую техническую проблему, но в целом угрозы безопасности существуют по всей стране. Федеральные власти прежде всего отвечают за защиту от внешних угроз, борьбу с терроризмом и безопасность всех объектов Deutsche Bahn. Во всех остальных случаях за безопасность отвечают федеральные земли. В Польше задержали мужчину, которого подозревают в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner. Настоящее имя музыканта – Альберт Васильев. Он также известен как Слевин Дадян. Задержание прошло 7 августа в Варшаве. В операции участвовали польская полиция, контртеррористы и агентство внутренней безопасности. По данным TVN-24, польским службам помогали партнеры из других стран НАТО, в том числе американской ЦРУ. Подозреваемому 29 лет. Дональд Туск назвал его гражданином России. Однако источники TVN-24 утверждают, что мужчина имеет украинский паспорт, выходец из Донбасса и имеет российские корни. Почему данные о его гражданстве отличаются, пока неизвестно. Мужчине предъявили обвинения по 3 статьям, включая подготовку убийства. Суд отправил его под арест на 3 месяца. По информации TVN-24, сначала подозреваемому поручили следить за Kyivstoner. Позже ему предложили принять участие в убийстве рэпера. После задержания мужчина согласился сотрудничать со следствием и рассказал о своих контактах с российской разведкой. Другие подробности его предполагаемого задания пока не раскрываются. Польская прокуратура не сообщала, как именно собирались убить музыканта, какое оружие для этого готовили и получал ли подозреваемый деньги. Его вина также пока не доказана. 13 августа о задержании рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он тогда не назвал имя человека, на которого готовили покушение. По словам Туска, российские спецслужбы завербовали мужчину и поручили ему провести в Варшаве казнь человека с украинским и американским гражданством. Польский премьер заявил, что убийство удалось предотвратить в последний момент. Туск назвал этот случай очень опасным сигналом. По его словам, впервые российские спецслужбы попытались организовать нападение на гражданина США в другой стране НАТО. Премьер также предупредил, что российские спецслужбы могут продолжить попытки убивать людей, которых российские власти считают своими противниками. 14 августа польская радиостанция RMF FM сообщила, что целью предполагаемого убийцы был именно Kyivstoner.
Музыкант имеет гражданство Украины и США. Ранее радиостанция писала, что речь идет о предпринимателе, связанном с оборонной промышленностью и поставками для Украины. Позже журналисты уточнили информацию и назвали имя рэпера. Польские власти официально имя возможной жертвы пока не подтвердили. Информация о Kyivstoner поступила от источников RMF-FM и TVN-24 в силовых структурах. Российские спецслужбы заинтересовались Kyivstoner в июле. 14 июля ФСБ обвинила его в участии в подготовке атаки беспилотников на предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области. По версии ФСБ, для атаки подготовили 35 ФПВ-дронов. Их якобы спрятали среди испанской керамической плитки и доставили из Братиславы через Польшу и Беларусь. Дроны разместили в ангаре рядом с предприятием, которое собирались атаковать. Название и местонахождение этого объекта российская сторона не раскрыла. ФСБ утверждала, что предполагаемый исполнитель собрал беспилотники, установил на них взрывчатку и наладил связь с операторами, находившимися за границей. После этого его якобы должны были забрать, отвезти на конспиративную квартиру и затем вывезти в Украину. На видео ФСБ задержанный мужчина говорил, что за его работой наблюдали через камеры и передавали ему инструкции. Он также заявил, что после подготовки дронов приехал в указанное место и стал ждать такси, но машина не появилась. Другой задержанный утверждал, что получил сообщение от Альберта Васильева. По его словам, рэпер попросил его купить продукты и инструменты, отвезти их в промышленный район и оставить в лесополосе. Затем он якобы должен был встретить молодого человека и отвезти его по указанному адресу. ФСБ заявила, что Kyivstoner контролировал доставку дронов и помогал организовать эвакуацию участников операции. Российская спецслужба также обвинила его в распространении наркотиков. Подлинность опубликованных записей разговоров также не подтверждена. СБУ информацию о причастности рэпера не комментировала. Сам Kyivstoner заявил, что не имеет отношения к этой истории. На обвинение ФСБ он отреагировал резко. Музыкант сказал, что не понимает, зачем его объявили организатором такой операции. По его словам, он спокойно живет, играет в компьютерные игры и не занимается активной политической деятельностью. Обвинения в торговле наркотиками Васильев также отверг. После заявления ФСБ на российском телевидении начали открыто угрожать музыканту. Военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин в эфире телеканала «Россия-1» назвал Kyivstoner мразью, ничтожеством и свиньей в человеческом обличии. Зенин заявил, что Васильев в этом году отметил последний день рождения в своей жизни. По его словам, убийство рэпера должно стать делом чести для российской разведки. В сюжете говорилось, что Kyivstoner может находиться в Словакии или Испании, но российские спецслужбы все равно смогут его найти. Зенин также напомнил об убийстве российского летчика Максима Кузьминова. Тот перегнал российский военный вертолет в Украину, а позже был застрелен в Испании. Журналист прямо допустил, что с Kyivstoner может произойти то же самое. Kyivstoner родился в Киеве. Известность он получил благодаря юмористическим видео и участию в группе «Грибы». Позже начал сольную карьеру, сотрудничал с российскими артистами и снимался в кино. После начала полномасштабной войны музыкант уехал из Украины. Сейчас он живет с семьей в Словакии. Васильев критиковал украинские власти, но при этом осудил российское вторжение и заявлял о поддержке украинцев. Сам Kyivstoner информацию о подготовке его убийства пока не комментировал. Польское следствие продолжается. Подозреваемый пока не признан виновным. Также не доказано, что угрозы на российском телевидении были непосредственно связаны с подготовкой покушения. Путин по-прежнему рассчитывает захватить часть юга Украины и создать сухопутный коридор к Молдове. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей западных разведок. По их оценке, захват Украины остается главной целью Кремля. Следующее – установление контроля над Молдовой. Особое значение для Москвы имеет Приднестровье, где уже находятся российские военные. Еще в начале полномасштабного вторжения на показанной Александром Лукашенко карте один из маршрутов наступления проходил через юг Украины в направлении этого региона. Однако российской армии реализовать такой план не удалось. Издание также утверждает, что в декабре 2025 года Путин провел закрытое совещание с военными и спецслужбами. По словам источников издания, перед ними поставили задачу ослабить НАТО и Евросоюз изнутри. Молдова, как пишет газета, занимает в этой стратегии центральное место. Среди методов российского влияния называются подкуп избирателей, финансирование православных священников, кибератаки и распространение дезинформации. Москва обвинения во вмешательстве отвергает. Независимых подтверждений информации о закрытом совещании и новых планах Кремля пока нет. Половина женщин в Афганистане выходит из дома лишь 1-2 раза в месяц. Такие данные опубликовала структура ООН «Женщины» накануне 5-й годовщины возвращения Талибана к власти. Афганистан остается единственной страной мира, где девочкам запрещено получать среднее образование, а женщинам учиться в университетах. В ООН заявляют, что ограничения также лишают их возможности свободно передвигаться и участвовать в общественной жизни. Постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен назвала давление на женщин и девочек одной из главных черт нынешней системы в Афганистане.
Издавая все новые дискриминационные указы, которые усиливают неравенство и ослабляют правовую защиту женщин, Талибан продолжает лишать женщин и девочек их прав, достоинства и возможности самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Отсутствие инклюзивного управления по-прежнему подрывает перспективы прочного мира и стабильности в Афганистане. Гуманитарные потребности остаются крайне высокими, нарушения прав человека продолжаются, а террористические группировки угрожают афганскому народу, а также региональной и международной безопасности. Мы вновь заявляем, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз миру и безопасности как в Афганистане, так и во всем мире. Мы также повторяем требования, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападений на другие страны, планирования и финансирования террористических актов, а также для укрытия и подготовки террористов. Мы призываем Талибан принять конкретные меры и активизировать борьбу с терроризмом, в том числе против лиц, групп и организаций, внесенных Советом Безопасности ООН в санкционные списки. Конституционный совет Франции заблокировал закон, который запрещал детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Ограничения должны были вступить в силу 1 сентября. Уже созданные подростками аккаунты платформы обязали бы закрыть в течение 4 месяцев. Суд решил, что документ нарушает свободу выражения и право на частную жизнь. Для проверки возраста свои данные пришлось бы предоставлять всем пользователям, в том числе взрослым. При этом парламент не объяснил, как именно должна проходить такая проверка и как будут защищать личную информацию. Закон поддержали 279 депутатов, против проголосовал 81. Франция могла стать первой страной Европы с подобными ограничениями. Ранее запрет на соцсети для детей младше 16 лет ввела Австралия. Эммануэль Макрон поручил правительству переписать закон с учетом требований суда. В Елисейском дворце заявили, что власти намерены ввести ограничения до весны 2027 года. Я считаю, что это было хорошее решение, важный первый шаг. Многие страны уже ввели такие ограничения, поэтому меня удивляет, что Франция до сих пор этого не сделала. Я поддерживаю запрет социальных сетей для детей. Иногда там все заходит слишком далеко. В юном возрасте психика еще не готова к такому объему информации. Дети сталкиваются с травлей и многими другими вещами. У них еще будет вся жизнь, чтобы сидеть в телефонах. Поэтому очень жаль, что запрет заблокировали. Мне очень жаль, потому что это была отличная инициатива. Сегодня дети проводят слишком много времени в социальных сетях, и это все-таки опасно. Мы не можем постоянно за ними следить, поэтому доступ к соцсетям стоило бы хотя бы ограничить. Это важно, и я надеюсь, что власти еще вернутся к этому вопросу. На Сицилии извергается Этна, один из самых известных действующих вулканов Европы. В воздух поднимается вулканический пепел, из-за чего аэропорт Катании снова оказался в ловушке. Рейсы отменяют, переносят и отправляют в другие города. В аэропорту очереди у стоек регистрации и табло, где одно за другим появляются изменения. Прием рейсов приостановлен как минимум до 2 часов ночи 15 августа. Мы должны были вылететь в среду, но наш рейс отменили, затем перенесли на пятницу. Теперь отменили и этот рейс, именно из-за извержения Этны. Но нам повезло, нас пересадили на рейс из Палермо. Правда, теперь нам приходится ждать до сегодняшнего вечера, до 10 часов, поэтому мы немного застряли здесь, в аэропорту. Для некоторых это уже не первая отмена. Пассажиры пытаются добраться до места назначения через другие аэропорты. Мы из Бразилии, мы приехали сюда в отпуск, но, к сожалению, из-за вулкана наш рейс уже дважды переносили. Мы пытаемся попасть в Ольбию, но нам никто не помогает. У нас нет никакой информации, только электронные письма, в которых не объясняют всех изменений. Этна – самый высокий действующий вулкан Европы. Из-за ее активности аэропорту Катании регулярно приходится останавливать работу. Пепел опасен для авиационных двигателей и может полностью парализовать воздушное сообщение. Сейчас ограничения пришлись на пик летних отпусков.